Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такую вот интересную модель слитков. Данные слитки у нас идут без шва на подошве. В конце, когда наша заготовка будет готова, мы вместе с вами сошьем задний шов и передний шов на мыске. И в итоге вот такая красота у нас с вами должна получиться. Вязать данные слитки я буду в мастер-классе из пряжи Ярнард Мерино Балки. Это у нас идет пряжа по метражу на 100 грамм 100 метров. Также можно использовать для вязания этих слитков пряжу Alize Superlana Maxi. Здесь также идет метраж на 100 грамм 100 метров. В принципе, для вязания этих слитков вы можете использовать абсолютно любую пряжу, так как сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков. И поэтому на основе этого мастер-класса эти слитки вы сможете связать абсолютно из любой пряжи. Смотрите, эти слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 36-37. Поэтому, смотрите, для того, чтобы связать слитки, нам нужно будет сейчас вместе с вами связать вот такую вот простую заготовку. Сейчас где-нибудь здесь я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру ноги какое количество сантиметров соответствует. Смотрите, длина этой заготовки как раз таки и будет равна длине нашей ноги в сантиметрах. То есть здесь ничего мы отнимать не будем, никаких процентов, так как здесь, видите, половина деталей у нас связана резинкой, а резинка у нас получается не настолько эластичная, как платочная вязка. Поэтому здесь все просто. Длина нашей ступни в сантиметрах и будет равна длине заготовки, которую мы должны получить в итоге. Ширина у нас равна сейчас, смотрите, вот 29 сантиметров. Здесь я рекомендовала бы, что если данные слитки вы будете вязать, скажем так, до 37 размера ноги, то ширина заготовки как раз таки вот должна быть равна 29 сантиметров. Если данные слитки вы хотите связать на размер ноги где-то 38-40, то здесь я рекомендовала бы прибавить к этому расстоянию еще несколько сантиметров. То есть ширина должна быть где-то примерно 31-32 сантиметра. Поэтому здесь, в принципе, можно сказать, что ширина является величиной постоянной. Далее с этой шириной мы с вами разобрались. И теперь переходим вот как раз-таки к вот этой ширине, где мы начинаем вывязывать резинку. Смотрите, здесь получается все на самом деле просто. То есть для вязания вот этой платочной вязки, чтобы получить ширину, в моем случае 29 сантиметров, я набирала 37 петель. То есть у меня получается 37 петель равно 29 сантиметров. Теперь я могу просто высчитать плотность моего вязания. То есть для этого я беру 37 делю на 29. И это у меня получается 1,27. То есть это плотность вязания моего, то есть количество петель в 1 сантиметре. Далее, как я сказала, здесь вот эта ширина относительно вот именно размера ширины платочной вязки мне нужно, чтобы была вот 20 сантиметров. Поэтому я получившееся число, то есть количество петель в 1 сантиметре, умножаю на 20 сантиметров, то есть ширину центральной части. И это у меня получается 25,4. В данном случае получившееся число я округлила в меньшую сторону, то есть до 25. Так как набирала я 37 петель, это нечетное количество петель, и мне нужно было вот после того, как я вывяжу платочную эту вязку, равномерно с каждого края, с одного и со второго убавить одинаковое количество петель. Поэтому после того, как платочная вязка моя была готова, то есть давайте мы это нарисуем схематически, то есть вот прямоугольник связан платочной вязкой. Далее я равномерно должна была закрыть вот эти петли по краям. Теперь, значит, смотрите, здесь у меня 37 петель всего.
25 петель мне нужно отдать на центральную часть. 25. И это у меня получается, если 37 минус 25, это получается 12. 12 мы делим на 2 боковые части, это получается здесь 6 петель я закрывать буду, и здесь также я буду закрывать 6 петель. А для вязания этих слитков мне понадобятся спицы. Значит, смотрите, вот эту платочную вязку я вязала на круговых спицах. Значит, диаметр спицы у меня идет 4,5 миллиметра. И когда я перешла вот на вязание резинки, более удобно мне было перейти вот как раз-таки на чулочные спицы того же диаметра. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я взяла 4,5 миллиметра, и длина у меня идет от кончика до кончика 60 сантиметров. Набирать петли я буду обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Единственное, нужно, чтобы этот наборный кончик у нас остался чуть подлиннее, так как в конце этим кончиком мы будем сшивать заднюю часть слитков. И обычным способом набора я сейчас на спице набираю 37 петель. Итак, на спице я набрала 37 петель. Вот идет ниточка моя от моточка и наборный кончик. Я его откладываю, и мы сейчас сразу приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем просто переснимать. И далее сейчас мы будем вязать первый ряд, провязывая все петли лицевые. Последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же первую кромочную петлю я просто снимаю, и все остальные петли в изнаночном ряду я также буду провязывать лицевыми. Здесь также последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Видите, у нас уже получилась провязана одна платочная дорожка. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать наше полотно, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Таким образом мы сейчас с вами должны провязать участок полотна платочной вязкой где-то примерно около 11 сантиметров. То есть дальше вяжем вот полотно самостоятельно, провязывая во всех рядах и лицевых, и изнаночных петли лицевыми. Итак, смотрите, вот я провязала участок полотна платочной вязкой в ширину, как я сказала, вот ровно 11 сантиметров. И здесь сейчас у меня провязано вот всего 14 платочных дорожек. Вязание я сейчас держу лицевой стороной вверх, и теперь в начале ряда я сейчас закрою 6 петель. То есть вот первую петлю я снимаю, вторую петлю провязываю лицевой и первую протягиваю вот через провязанную. То есть это одна петля мы закрыли, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. То есть вот с первого края мы закрыли 6 петель. Теперь лицевыми петлями мы довязываем этот ряд до конца. Вязание я сейчас разворачиваю на изнаночную сторону. И вот посмотрите, что у нас сейчас получается. С этого края вот я закрыла 6 петель, вязание перевернула на изнаночную сторону. И теперь со второго края по изнаночной стороне мы также закроем 6 петель. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Это одна петля, вторая, 3, 4, 5,
6. Смотрите, петлю возвращаю обратно. И смотрите, вязание наше выглядит сейчас следующим образом. То есть 6 петель закрыли вот с одного края, 6 петель закрыли со второго края. И у нас вот здесь сейчас осталось 25 петель. И теперь мы будем вязать, получается, только вот эту центральную часть слитков, состоящую вот в моем случае из 25 петель. И этот участок я буду провязывать резинкой 1 на 1. Поэтому вязание я сейчас держу, получается, изнаночной стороной вверх. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее после кромочной следующую петлю я провязываю изнаночной. Далее 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночная, лицевая. В конце ряда у меня получается лицевая и изнаночная, и последняя кромочная петля, ее также я сейчас провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть после того, как мы провязали с изнаночной стороны вот первый ряд резинкой 1 на 1, далее все последующие ряды я буду провязывать все петли по рисунку. То есть мы дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1. Первую петлю вот я снимаю, и дальше вот смотрите, лицевая петля, ее я провязываю лицевой, изнаночная петля по рисунку, ее я провязываю изнаночной. 1 лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночную я провязываю изнаночной. То есть теперь мы дальше продолжаем самостоятельно вязать вот участок полотна резинкой 1 на 1. И вяжем эту резинку мы до тех пор, пока общая длина вот этой нашей детали не будет равна длине нашей ступни в сантиметрах. То есть в моем случае, как я говорила, слитки я вяжу на размер ноги 36-37. Поэтому вот эту мою заготовку я буду вязать так, чтобы она в общей сложности в длину была где-то 23-23,5 сантиметра. Итак, смотрите, вот я провязала всю высоту полотна. Здесь резинку 1 на 1 я в моем случае провязала 21 ряд. Давайте измерим в сантиметрах. У меня сейчас получается, ну вот где-то 23, почти 24 сантиметра. Вот как раз таки длина полотна. Теперь вот по лицевой стороне я сейчас провяжу последний ряд. Смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, и далее лицевую и следующую изнаночную петлю я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Вот. И опять лицевая и изнаночная, мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей. То есть сейчас последний этот ряд мы провяжем по 2 петли вместе. 2 вместе. Здесь вот последних 2 петли как раз у меня получается, также провязываю 2 вместе. И теперь все, смотрите, здесь ниточку от моточка я могу обрезать. Обрезаем эту нитку с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить переднюю часть мысок у наших слитков. Далее этот кончик мы одеваем в иголку с большим ушком. После того, как вот эту вот нашу нитку я одела в иголку с большим ушком, я просто беру и все петли, которые у нас остались на спице, я переодеваю на иголку с ниткой. Вот я все петельки переодела на иголку с ниточкой, и далее беру и ниточку эту затягиваю. Когда мы будем сейчас затягивать эту нитку, мы должны сформировать аккуратный вот здесь вот у мыска такой вот кружочек. То есть вот таким вот образом. При этом вот смотрите, эта сторона сейчас вот, которая у нас получается наружу, это изнанка у наших слитков. Поэтому это вы учитываете. То есть мы хорошенечко затягиваем, и по изнаночной стороне вот этот вот кружок у мыска по изнаночной стороне несколькими стежками хорошенечко сошьем сейчас. То есть вот хорошенько затягиваем и вот буквально несколькими стежками прошиваем
так, чтобы это у нас все хорошо и красиво выглядело. После того, как вот здесь я прошила этот участок, я буду дальше этой же ниточкой сшивать переднюю часть мыска. Этот мысок я сейчас буду прошивать за кромочные петли, за 2 стенки петли, вставляя иголку вот как бы изнутри наружу. То есть вот или от себя за 2 стеночки кромочной петли. И дальше к себе также за 2 стенки кромочной петли. Следующая кромочная петля, и вот идут 2 стенки этой кромочной петли от себя и здесь к себе. Так мы прошиваем вот этот шов до платочной вязки. Итак, смотрите, вот я прошила мысок до платочной вязки, и теперь вот здесь можно еще прошить вот немножечко вверх, буквально один стежок, который относится именно больше к платочной вязке, для того, чтобы следок хорошо и плотно облегал у нас ногу. И дальше эту ниточку мы закрепляем вот сюда вдоль этого шва. Значит, здесь вот ниточку от иголки я обрезаю, далее в конце этот кончик я спрячу вот именно по изнаночной стороне. Теперь мы переходим к заднему шву. В иголку с большим ушком мы должны одеть нитку, где я говорила, нужно оставить подлиннее от наборного нашего края. То есть эту ниточку мы одеваем в иголку. Прошивать задний шов следков я буду по лицевой стороне, поэтому следки я сейчас вывернула на лицевую сторону и вот именно по лицевой стороне. Прошивать я также буду за кромочные петли, сначала с одной, затем с другой стороны, вставляя иголку. Здесь также сначала вот за кромочные петли к себе и затем от себя. Также к себе и здесь вот от себя. Далее, когда я прошила весь шов до конца, вот сюда, где я закончила сшивать, вставляю иголку и ниточку вывожу на изнаночную сторону. После того, как мы прошили задний шов, следки наши полностью готовы. Далее мы выворачиваем их на изнаночную сторону, и 2 кончика, которые у нас фактически есть, это от начала вязания и от конца вязания, мы прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. Далее, после того, как мы спрячем кончики, при желании наши следки можно здесь спереди чем-нибудь будет украсить. Здесь для примера я сделала помпон из ниток, из этой же пряжи, из которой я вязала следки. Также можно украсить маленьким помпоном из кролика. Вот у меня тоже был, я просто для примера приложу. Вот так это будет смотреться очень красиво и нарядно. Или также можно украсить, допустим, какими-то красивыми декоративными пуговицами. Итак, друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите его пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.